Забайкальская лошадь — аборигенная порода лошадей, которую степные кочевники разводили еще в первом тысячелетии до нашей эры. В этой породе лошадей в большей мере сохранилась кровь ее диких предков, а вместе с ней ценные биологические и хозяйственные признаки и отличия. При малом росте лошади этой породы отличаются удивительной выносливостью, отлично приспособлены к круглогодовому табунному содержанию в условиях резко континентального климата, нетребовательных к кормам. Неутомимы в работе, особенно под седлом. У породы имеются монгольские корни, так как берет свое начало из Забайкалья, Чигинская область. Рассмотрим особенности породы и исторические данные. Так исторически сложилось, что у лошадей данной породы имеется кучерявая шерсть по всему телу. Такой особенностью не могут похвастаться все представители других пород лошадей. Забайкальские кудрявые как вид продолжаются развиваться и по сей день. Их история берет свое начало еще с 1000 года до нашей эры. В то далекое время был найден способ разведения аборигенного коня. Самое удивительное то, что по сей день кровь этих животных сохранила весь генетический материал и является чистой. Можно смело утверждать, что в этих прекрасных лошадях соединены лучшие качества, такие как отличная выносливость, упорство, хорошее здоровье, высокая адаптивность и трудолюбие, а также, что немаловажно, податливость к седланию. При небольшом росте у них сохранились особо ценные качества, биологические признаки. Эта порода лошадей, преимущественно тюркско-монгольского происхождения, сложилась в течение многих веков на территории современной Читинской области от смешения лошадей древних тюрков, населявших Забайкалье, и лошадей монгольских племен. На землях Забайкалья они отличились отменным здоровьем, сильным иммунитетом, своей неприхотливостью и крепкой выдержкой. У этих животных прекрасно развит опорно-двигательный аппарат. Несколько столетий назад лошади могли сами искать корма для выживания и тратили на это много энергии и сил, оставаясь при этом в замечательной форме. На сегодняшний день описываемая порода является достаточно редкой и выращивается в основном на Забайкалье. Этих животных можно встретить еще в двух странах — Таджикистане и Саудовской Аравии. Что касается Соединенных Штатов Америки, то на этот континент забайкальских лошадей начали перевозить еще в конце XIX века. Скорее всего, это было связано с тем, что многие переселенцы из Сибири мигрировали на здешнюю территорию. Поголовье кучерявых лошадей на Читинской земле сейчас составляет около 300 животных. До 17 века забайкальская кучерявая практически не отличалась от монгольской лошади. Содержалась табунным способом в течение всего года, приобрела замечательные качества, неприхотливость, выносливость. Крепкое здоровье, устойчивость к жаре и морозам, способность самостоятельно находить корм. Кучерявые лошади — большая редкость в мировом коневодстве. Кроме Забайкалья, курчавые лошади встречаются в небольшом количестве на территории современного Таджикистана в местной лакайской породе лошадей, а также в Саудовской Аравии и в некоторых других странах. С конца XIX века кучерявые лошади появились в США и Канаде. Вполне возможно, туда они попали с лошадями переселенцев из Сибири. В настоящее время в Читинской области генофондный табун насчитывает 300 голов разных половозрастных групп.
Кудрявые лошади описываемой породы отличаются чрезвычайной выносливостью, крепким сложением тела, своей удивительной приспосабливаемостью к непростым условиям климата. Они могут адаптироваться почти круглый год к табунному содержанию на пастбищах, неприхотливые в кормах, их достаточно легко приучить к седлу. Взрослые животные этой породы достигают 140 сантиметров в холке и весят при таком росте до 400 килограммов. Взрослой можно назвать лошадь, которой 5-6 лет. У них длинный корпус, который расположен на крепких сильных ногах. Среди лошадей встречаются также и долгожители, которым уже под 20 лет, но при их возрасте они не теряют работоспособности, а некоторые даже дают приплод. Что касается окраса забайкальской породы, то здесь масть может варьироваться от серой до рыжей. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы и дальше будем радовать вас невероятными историями, о которых не рассказывают по новостям. Делайте добро, и оно обязательно вернется к вам.